Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 17 мая. Поговорим о церковном празднике, уделим внимание народному календарю, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово счастье, пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, 17 мая, друзья, Православная Церковь вспоминает святую мученицу Пелагею Тарсийскую. Пелагея, которая родилась в III веке в Тарсе, это Малая Азия, прожила короткую, но значимую жизнь, оставив глубокий след в истории христианства. Ее история полна веры, красоты и мученичества и до сих пор вдохновляет многих верующих. Пелагея родилась в знатной языческой семье, которая обеспечила ей хорошее образование. Девушка отличалась необыкновенной красотой, что привлекло внимание многих влиятельных людей того времени. Несмотря на языческое воспитание, Пелагея уверовала во Христа и приняла крещение, что стало ключевым моментом в ее жизни. Вера Пелагеи во Христа и ее стремление следовать христианским принципам были настолько сильны, что она отказалась от богатства и светских удовольствий. Ее решимость следовать за Христом стала причиной ее мученической смерти, но также и причиной ее величия в глазах христианской церкви. Усыновленный наследник императора Диоклетиана, очарованный красотой Пелагеи, захотел взять ее в жены. Однако девушка, принявшая христианство и посвятившая себя Богу, отказала ему. Такой смелый поступок не остался незамеченным, и мать Пелагеи решила обратиться к самому императору. Император Диоклетиан, увидев красоту Пелагеи, также захотел жениться на ней. Однако Пелагея отказала и ему, открыто исповедовав себя христианкой. Император, разгневанный ее отказом и верностью своей вере, приговорил ее к жестокой казни. Пелагею сожгли заживо в раскаленном медном быке, одной из самых жестоких форм казни того времени. После мученической смерти Пелагеи местные христиане собрали ее кости и погребли на одном из холмов недалеко от города. Вследствие император Константин I Великий, признавая ее святость и значимость для христианской общины, построил над мощами святую церковь. Этот акт увековечивал память о Пелагее и ее жертве во имя веры. Святая Пелагея Тарсийская является примером непоколебимой веры и преданности Христу. Ее история вдохновляет многих верующих, показывая, что истинная вера и решимость могут превзойти любые испытания и страдания. Пелагея, отказавшаяся от земных удовольствий и богатства ради духовного благополучия, стала символом стойкости и духовного величия. История святой Пелагеи Тарсийской напоминает о важности верности своим убеждениям и принципам, независимо от тех или иных обстоятельств. Ее жизнь и смерть учат нас, что истинная вера и преданность могут преодолеть любые трудности и привести к вечной славе. Пелагея стала вдохновением для многих поколений христиан. Ее пример укрепляет веру и решимость в следовании христианским принципам. Поэтому 17 мая Православная Церковь чтит память святой мученицы Пелагеи, является важным напоминанием о силе веры и значении духовной преданности. В народном календаре 17 мая отмечается как День памяти святой мученицы Пелагеи Тарсийской, которая получила название Пелагея Заступница, или по-другому этот день назвали как День Баклушников. Эти традиции глубоко укоренились в культуре наших предков и несут в себе богатое наследие народных обычаев и верований.
Святая мученица Пелагея Тарсийская почитается за свою непоколебимую веру и мужество. В народе Пелагею считали заступницей, особенно для молодых воронят. Считалось, что она оберегает их и учит уму-разуму. Этот образ святой как защитницы и учительницы глубоко проник в народные верования, отражая заботу о природе и окружающем мире. 17 мая этот день был известен как День баклушников. Этот день связан с традицией бить баклуши – день заготовки для деревянных ложек. В отличие от современного значения фразеологизма «бить баклуши», которое означает «бездельничать», в старину это было важное и почетное занятие. Бить баклуши означало подготавливать деревянные заготовки, чурбаны для дальнейшего изготовления ложек. Этот процесс требовал умения и опыта, так как от качества заготовок зависело и качество готовых изделий. Умельцы на Пелагею подбирали дерево нужной породы, брали его с определенной части ствола на нужной высоте и вырезали чурбан с нужной стороны. Дерево должно было быть обязательно прочным и гибким, чтобы ложки были удобными и долговечными. Избранное дерево рубили на чурбаны, это куски нужного размера и формы. Чурбаны обрабатывали и готовили заготовки для ложек, которые назывались баклушами. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан, поэтому этап подготовки был особенно важен. В былые времена 17 мая по народным приметам определяли, каким будет лето. Народные наблюдения за погодой и поведением животных помогали предсказать, что ожидать от грядущего сезона. Если день солнечный и теплый, то лето будет теплым и урожайным. Если идут дожди, то лето может быть дождливым и холодным. Понаблюдайте за птицами. Если вороны летают высоко и громко и каркают, то погода будет меняться. 17 мая – день, когда не только вспоминается Пелагею Тарсийскую, но и проводят различные обряды, направленные на защиту огородов и садов от завистливых взглядов и дурного глаза. Одним из таких обрядов является использование старой изношенной обуви для магической защиты растений. Это предание и связанные с ним обычаи были распространены не только на Руси, но и во многих странах Европы и даже в Индии. Магическая защита растений от дурного глаза и зависти имеет глубокие корни в народных верованиях и традициях. В основе этих обрядов лежит вера в то, что завистливые и негативные взгляды могут нанести вред растениям, животным и даже людям. И для предотвращения этого использовали различные защитные предметы и ритуалы. Одним из самых популярных и эффективных способов защиты огорода было использование старой изношенной обуви. По поверью, старая обувь являлась надежным оберегом для растений и живых существ. Объяснение этому кроется в связи старой обуви с миром умерших предков, которые, как верили, являются покровителем домашнего очага, семьи и рода. Старая обувь, особенно полученная в наследство, сохраняет память и мощь рода. Она считается сильным магическим предметом, способным защитить от зла и негативных влияний. Размещая старую обувь на огороде, крестьяне верили, что она защищает растения от дурного глаза и завистливых взглядов. Обувь, особенно изношенная, символизировала преодоление трудностей и путь, пройденный предками, что добавляет ей защитных свойств. На Руси большой защитной силой обладали старые лапти. Их развешивали на воротах, у скотного двора, на оградах вокруг огорода, на крыльце дома и в других местах. Лапти использовали не только из-за их магической силы, но и из-за психологического эффекта, который они производили. Лапти должны быть старыми и изношенными, желательно, которые использовались в хозяйстве длительное время. Лапти развешивали на видных местах, чтобы они сразу бросались в глаза проходящим мимо людям. Считалось, что лапти, развешанные на ограде или воротах, отводят дурной глаз и защищают растения от негативного влияния. Проходящий мимо огорода человек, вместо того, чтобы рассматривать растения, будет смотреть на лапти, развешанные на изгороди, что будет отвлекать его внимание и, соответственно, будет защищать растения.
Великомученица Пелагея Тарсийская, по мнению наших предков, обладала магической силой, которая помогла ей противостоять императору Диоклетиану. Ее стойкость и смелость в защите своей веры и отказ от земных удовольствий вызывали восхищение и уважение. Пелагея стала символом защиты и силы, способной оградить от несправедливости и зла. В старину на Руси христианские и языческие обычаи часто переплетались. Люди ходили в церковь, молились святым, а затем приступали к выполнению обрядов, корнями уходящих в языческие верования. Такая смесь традиций создавала уникальную культурную среду, в которой святые христианства становились покровителями и магическими защитниками в глазах народа. Святую Пелагею в народе почитали как заступницу невинных девушек и всех, кто несправедливо был обижен. 17 мая, в день ее памяти, люди зажигали свечи и молились о ее заступничестве. Считалось, что Пелагея особенно благосклонна к тем, кто просит ее защиты и помощи в трудных жизненных ситуациях. Одной из интересных традиций, связанных с Днем Пелагеи, были гадания на суженых. Девушки пытались узнать, кто же станет их избранником, и использовали для этого различные обряды и гадания. Считалось, что в ночь с 16 на 17 мая снятся вещи и сны, которые могут рассказать о будущем избраннике. Девушки ставили под подушку зеркальце и просили Пелагею показать во сне лицо будущего мужа. Если лицо являлось во сне, это считалось верным знаком. Зажигали 2 свечи и смотрели на их пламя. Если пламя было ровным и не мерцало, это предвещало скорую встречу с суженым. Зажигание свечей в день Пелагеи символизировало надежду на ее заступничество и защиту. Люди верили, что святой огонь свечи помогает очистить пространство от зла и негатива, а молитвы, вознесенные к святой, помогут найти защиту и помощь. Поэтому в домах зажигали свечи и молились Пелагее, прося ее о защите и помощи. Особое внимание уделялось молитвам за тех, кто был несправедливо обижен или находился в трудной жизненной ситуации. Поэтому Пелагея-заступница стала символом защиты и справедливости. Ее образ объединил в себе черты христианской святости и языческой магии, что сделало ее фигуру особенно значимой для народа. Традиционно 17 мая было принято дарить друг другу подарки. Этот обычай символизировал добрые намерения, щедрость и стремление к поддержанию гармонии в отношениях. Верующие обменивались добрыми словами и угощали друг друга, что помогало укрепить семейные и дружественные связи. Одним из самых распространенных вариантов подарка были расписные ложки. Эти ложки считались символом богатства и гармонии в семье. Их подарок символизировал пожелание достатка и благополучия. Обмен добрыми словами и пожеланиями создавал атмосферу тепла и взаимопонимания. Считалось, что те, кто не сделает этого, принесут в семью горесть и разлад. Также старались в этот день помочь нуждающимся, и подаяние милостыни на улице были важными действиями, которые способствовали укреплению духовного здоровья и благополучия. Считалось, что помощь другим привлекает в дом мир и покой. Вечером 17 мая было принято проводить время в узком кругу близких людей. Это способствовало укреплению семейных уз и созданию гармоничной атмосферы в доме. Также, друзья, давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 17 мая. Дело в том, что День Пелагеи Заступницы наполнен различными традициями и приметами, которые помогали нашим предкам избежать бед и неприятностей. Поэтому в День Пелагеи Заступницы строго запрещено было дарить определенные предметы, которые, согласно приметам, могут принести человеку болезнь и печали. Среди них были жемчуг, веники и метлы, иконы, черные перчатки. В то же время на Пелагею-заступницу было принято дарить деревянные ложки, украшенные росписью и резьбой. Эти ложки символизировали богатство и сытость, и считалось, что они приносят в дом дарителя и получателя благополучия.
17 мая запрещалось резать петухов и кур. Считалось, что это может привести к тому, что птица перестанет водиться в хозяйстве. По этой причине также не рекомендовалось готовить и есть куриные блюда. Согласно народным приметам, если чихаешь до обеда, нельзя утираться было платком. Лучше использовать салфетку, которую после нужно было выбросить. Считалось, что иначе можно подхватить насморк и заболеть. В этот день нельзя было играть с огнем и пользоваться острыми, колюще-режущими инструментами и предметами. Считается, что в день Пелагеи темные силы находятся очень близко к человеку и могут навредить, наслав ожоги, ранения или другие травмы. Кроме того, в день Пелагеи заступницы нельзя было отказывать просящим о помощи. Святая сама была заступницей и учила доброте и отзывчивости. Игнорирование просьб о помощи могли привести к черной полосе в жизни, из которой выйти будет сложно без поддержки покровителей, друзей и родных. 17 мая запрещалось и подстригать ногти. Считалось, что вместе с ногтями можно лишиться благополучия, достатка и здоровья. Кроме того, в этот день запрещалось обижать ворон, так как святая Пелагея была их покровительницей. Обида ворон могла привлечь наказание в виде потери любимого человека, болезней или финансовых проблем. Вот такой, друзья, у нас с вами день 17 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.